Привет! Это видео больше для тех, кто первый раз сталкивается с GoPro Naked. В нем я расскажу о том, как не сжечь свою GoPro. Вес квадрокоптера — это важный параметр, и если есть варианты сделать его легче, то нужно им пользоваться. Из GoPro можно убрать до 80% веса, ведь все, что нужно для съемки видео, это материнская плата и модуль объектива. На своем квадрокоптере я использую Naked GoPro 9 Black и буду паять этот провод для нее, но это не важно, потому что он одинаковый в принципе для всех камер GoPro. Вес этой камеры в заводском состоянии 160 грамм, включая аккумулятор. Есть два варианта, как уменьшить вес. Первый. Камеру можно запитать от балансировочного разъема LiPo аккумулятора к USB GoPro. Используя такой провод, его можно либо купить или спаять самому. Таким образом можно убрать батарею и сэкономить 55 грамм, что уже неплохо. Второй вариант – переделать GoPro в Naked GoPro, облегчив камеру на 130 грамм. В таком случае камера будет весить всего 25-30 грамм вместо 160. Неплохо, да? В общем, это круто, но появляется проблема с нестабильным напряжением. Материнская плата GoPro Hero 9 принимает входное напряжение 5 вольт. Когда камера включена и находится в режиме ожидания, она потребляет около 0,5 ампер. Во время записи около 1 ампера. Для того, чтобы получить требуемое и стабильное напряжение, используют платы BAC. BAC — это стабилизатор напряжения, разработанный специально для Naked GoPro. Эта плата идет в комплекте с Naked корпусом GoPro или ее можно купить отдельно. Но нужно иметь в виду, что они разные для разных версий GoPro. Я же использую еще и дополнительный внешний мост с бэк-модулем, поскольку он более надежен и устойчив к скачкам напряжения. Предыдущий я подарил, спаял себе новый, а потом подумал, что возможно кому-то пригодится эта информация, поэтому я решил спаять себе еще один и записать это на видео. Я буду использовать вот такой регулятор от компании Motec и такой конденсатор на 35 вольт 470 микрофарад. Его будет достаточно для 4-6S аккумуляторов. Начну с коннектора. Если ты смотрел мое видео про пайку коннекторов, ссылка сейчас появится, если не смотрел, потом посмотри обязательно. Так вот, если ты смотрел, то ты помнишь, что нужно до начала пайки соединить коннектор и не отсоединять его, пока не припаяешь, чтобы в случае перегрева пластика предотвратить его деформацию. Я выпаял этот коннектор со старой платы параллельной зарядки. Он под LiPo 4S. Паяются они одинаково, поэтому неважно, какой я буду сейчас использовать. Второй части коннектора у меня нет, поэтому буду паять так, как есть, но ты лучше так не делай. Нам нужны будут только крайние два пина плюс и минус, остальные нужно убрать. Чтобы не перепутать плюс и минус, вставляем и помечаем. На коннекторе GoPro есть три провода: плюс, минус и еще один, он может быть белый или желтый. Он нужен для того, чтобы дистанционно включать GoPro с пульта управления. Мне это не нужно, поэтому я его игнорирую, может даже отрежу. Вот эта зеленая плата, это именно та плата BAC, которая идет вместе с корпусом. Полностью она выглядит так. Я использую 22 провода длиной примерно 4-5 см каждый, чтобы потом можно было вот так сложить и затянуть термоусадку. Этот регулятор позволяет получить на выходе 5 или 9 вольт на выбор. Нам нужно получить 9. Для этого с другой стороны нужно спаять эти две площадки. Если этого не сделать, тогда выходное будет 5 вольт. Получается, что питание батареи поступает через мост на плату BAC в GoPro. И в случае скачка напряжения мост понизит его до 9 вольт, а плата на GoPro до 5 вольт. И это то, что нам нужно для нормальной работы GoPro. Конденсатор нужно припаять к разъему, соблюдая полярность. На конденсаторе есть широкая полоса, это минус. Также у минуса короче ножка. Расположен он будет вот так. Приложив к коннектору, можно пометить и согнуть. Лишнее не нужно. Отрезаю.
Буду использовать небольшой кусок термоусадки, это не обязательно, но мне так спокойнее. Места для пайки маленькие, поэтому сильно зачищать провода не нужно. Я буду использовать флюс, но можно обойтись и без него. Паять буду с этой стороны, чтобы потом компактно вот так можно было сложить все. Грею паяльник до 270 градусов. Для такой пайки хватит с головой. Много припоя использовать не нужно. In красный, ground черный. Остатки флюса убираю спиртовым раствором. Получилось не идеально, но сойдет. Припаиваю конденсатор к разъему. Теперь провода. Не забываем о полярности. Минус к минусу и черный провод. Если используешь термоусадку, то сейчас самое время ее надеть. К этим двум нужно припаять провода, которые будут идти к GoPro. Соответственно, ground минус черный, out плюс красный. На регулятор надену термоусадку. Перед тем, как собрать окончательно и подключать, сделаю пару тестов, чтобы не сжечь все. Проверю на короткие замыкания и выходное напряжение от батареи тоже проверю. На коннекторе мало места и я боюсь замкнуть, поэтому я буду использовать плюс и минус в разных местах. Видим стабильные 9,1, это очень хорошо. Можно теперь собирать. На двухсторонний скотч я клею регулятор к конденсатору и закрываю все термоусадкой. Если будет слишком длинный провод, это нормально, просто обмотай или уложи как-нибудь. Возможно, длина поможет при крашении вырвать провод из GoPro. Теперь попробую все в сборе. Это Cinelog 35, обзор на него можешь посмотреть по ссылке, которая появится в правом верхнем углу. Пока тут нечего комментировать, я хочу предложить тебе поставить лайк, ну или дизлайк. Если ты орк, то по традиции оставляй свой тупой комментарий и уходи. Как ты помнишь, тебе здесь не рады. Если ты адекватный нормальный человек, то предлагаю тебе подписаться, чтобы посмотреть следующие мои видео о дронах, музыке, мотоциклах, 3D принтере, немножко помоделируем во Fusion 360 и подготовим к печати наши модели. Ну или приходи на стримы, буду рад пообщаться. Собрал, проверил, все работает стабильно. Жду тебя на следующих видео. Ты ж подписался?